Всем привет! В этом видео расскажу о последних новостях этого месяца, что произошло у нас в мае. Первое, с чего я начну, это списки и рейтинги. Китайский архитектор Ма Янсон или Ма Янсунь, основатель бюро Mad Architecture, вошел по версии журнала Time в список 100 самых влиятельных людей мира за 2025 год. Его включение объясняется не только оригинальностью форм, но и философией. Архитектура ма – это всегда поиск эмоциональной связи между человеком, городом и природой. Среди последних проектов жилой небоскреб One River North в Денвере, прорезанный каньоном с террасами и водопадами. В Шэньчжэне по его проекту строится культурный центр с зелеными крышами, утопленный в ландшафт. А в спортивном парке Куджоу арена на 30 тысяч мест, сливающаяся с холмами и природой. Также стоит отметить музей Лукас в Лос-Анджелесе, похожий на футуристическую скульптуру, и музей Феникс в Роттердаме с лестницей в форме торнадо. А в Японии Ма превратил старый туннель в световое пространство под названием «Туннель света» (Tunnel of Light). Time отмечает, что подход Ма Янсона меняет само представление о том, как может выглядеть архитектура, быть не только функциональной, но и всецело человечной. Также стоит отметить вышеупомянутый музей Феникс, музей миграции, открытый в Роттердаме по проекту китайского бюро МАД, где архитекторы создали впечатляющую центральную лестницу в форме стального торнадо, напоминающий проект Оскара Немейра с некоторых ракурсов. Проект Ма Янсона реализован в здании бывшего склада 1923 года постройки. А сама лестница стала не просто функциональным элементом, а такой метафорой путешествия, трансформации и памяти. Двойная спираль поднимается на 30 метров сквозь здание, отражая свет, тени и самих посетителей. Ма Янсон называет эту лестницу устройством для движения, не только физического, но и эмоционального, напоминая, что все мы часть большого миграционного потока, музей миграции. Смотровая площадка наверху открывает панораму порта, символическую точку прибытия и отправления. И, кстати, стоит отметить еще один символизм миграции. Феникс — это первый проект данной студии в Европе. Важный будущий проект — Центр лечения детского рака. В Гане AJ Associates представили проект Международного центра исследования детского рака в горах Аттева. По проекту будет построена не только больница, но также целый кампус с лабораториями, учебным центром, жильем для семей и часовней. Архитекторы вдохновились мировоззрением народа Акан, где болезнь — это нарушение гармонии между обществом и природой. Архитектура отсылает к традиционному жилью Фиханкра, вот так вот это выглядит, с внутренними дворами, создавая атмосферу доверия и спокойствия. Здания будут выполнены из утрамбованной земли, кирпича и дерева, а бетонные решетки в интерьере повторяют узоры ткани кенте, важного символа ганской культуры. Используются также пассивные методы охлаждения и солнечные панели. Проект «Пример культурно-чувствительной и устойчивой архитектуры» также был представлен на Венецианской биеннале в 2025 году. Студия Захи Хадид начали строительство музея Асан в Эр-Рияде. Это будет первый проект из самана, местного материала. Музей расположен в историческом районе Ат-Турайф, объект ЮНЕСКО, и будет посвящен наследию Саудовской Аравии. Проект вдохновлен традиционной архитектурой Наджи с глиняными стенами и внутренними дворами, которые служат природным климат-контролем. Здание площадью в 3 этажа организовано вокруг 3 затененных дворов, объединяющих образовательные, художественные и административные зоны. Музей проекта — это часть большого мастер-плана, который развивает район как устойчивый пешеходный и экологический город. Музей будет центром культурного просвещения с интерактивными выставками и лабораториями по сохранению культурного наследия. А для студии это будет важным шагом для создания современного пространства, используя современные местные материалы, отвечая климату региона и традициям. Переходим к завершенным проектам. В Шэньчжэне в Китае открылся новый научно-технический музей по проекту Заха Хадид, ставший архитектурной доминантой нового района Гуанмин. Здание сочетает в себе впечатляющий внешний вид и продуманную функциональность. Фасад из нержавеющей стали с градиентом от глубокого синего к серому, напоминающий движение небесных тел.
Музей занимает более 128 тысяч метров выставочных залов, театры, исследовательские лаборатории и образовательные центры. Сердцем проекта является большой атриум, который создает структуру и направляет посетителей по экспозициям через визуальные связи между залами и природным окружением. Особое внимание уделено устойчивости. Фасад с вент-фасадом, снижающий теплоприток, а на крыше установлены фотоэлектрические панели. Внедрены системы использования дождевой воды и рециркуляции с использованием продвинутой технологии BIM и 3D-сканирования для точного воспроизведения задуманных форм. Нетипичная форма здания студии MVRDV была завершена основная конструкция здания Sunrock, нового операционного центра с фасадом из солнечных панелей, расположенного в прибрежном индустриальном парке Чанхуа на Тайване для государственной компании Taipower, объединяющая архитектуру и ландшафт. Округлая форма с северным куполом и южным склоном оптимизирует сбор солнечного света в течение дня. Фасад покрыт 4000 метров солнечных панелей, размещенных на складчатой поверхности под разными углами для максимальной эффективности. Внутри находятся мастерские, офисы и склады. Объект подчеркивает энергетическую автономность и экологический подход. Компания BIG представила проект мастер-плана на месте бывшего ипподрома в Дубае площадью 5 квадратных километров. Станет примером устойчивого подхода к городской застройке в рамках Дубай 2040. Центральный парк сохраняет память о трассе, а вокруг формируется архипелаг, островоподобные районы с жильем, инфраструктурой и рабочими пространствами. Все в пределах 5 минут пешком. Архитектура и природа по проекту вплетены друг в друга, создавая живой ландшафт взаимосвязанных сообществ. Проект делает ставку на здоровье, пешеходность и локальный бизнес, используются пассивные климатические стратегии, предусмотрены городские фермы и спортивная инфраструктура. Свою архитектуру BIG позиционирует не как формальный жест, а стратегию жизни. Минимальная плотность, максимум природы и акцент на человеке. Это важный пример для мегаполисов, а также для самого Дубая, где рост и развитие города должны сочетаться с устойчивостью и идентичностью. Несколько новостей из Нью-Йорка. Первая новость. Архитектурная компания SOM на острове Governors в Нью-Йорке обновила проект Центра климатических решений. Под волнообразной крышей из солнечных панелей разместится кампус из массива дерева, устойчивый, приподнятый на 8 футов, это 2,5 метра, из-за риска повышения уровня моря. Центр станет площадкой для 600 студентов, 6000 стажеров и климатических стартапов. Здесь будут проходить лекции, выставки и образовательные программы. Архитектура вдохновлена морской средой и стремится соответствовать высоким стандартам устойчивости. В июле 2025 года в Нью-Йоркском музее современного искусства откроется выставка, посвященная жизни и наследию культового токийского проекта Кисио Курокавы башни Накагин, построенная в 1972 году в духе метаболизма японского архитектурного движения, вдохновленного принципами органического роста и трансформации. После сноса здания в 2022 году музей возвращает к жизни одну из 140 капсул А1305, полностью восстановленную с оригинальной мебелью, аудиосистемой и телевизором Sony. Выставка не только показывает объект как артефакт прошлого, но и ставит вопросы о подвижной природе архитектуры, ее уместности и повторном использовании. Курокава задумывал башню как машину для жизни, где капсулу можно заменять, но эта идея не была так и реализована. Тем не менее, капсулы за 50 лет нашли неожиданное применение, от диджей-кабинок до студий и мест для уединения. Музей современного искусства расширяет исследования через редкие архивы, интервью и серию культурных мероприятий совместно с обществом Japan Society. Отдельная книга, посвященная башне, углубляет дискуссию о концепциях мобильности, модернизма и посткапиталистической жизни в мегаполисе. Несмотря на разрушение оригинального здания, выставка Музея современного искусства сохраняет его дух, позволяя вновь пережить один из самых радикальных экспериментов 20 века.
В северо-восточной части Центрального парка Нью-Йорка открылся новый гигантский плавательный бассейн. Архитекторы заменили старый каток на современное общественное пространство, встроенное в рельеф. Центр включает в себя трансформируемую водную зону, летом бассейн, зимой каток, весной и осенью зеленая лужайка, что делает объект активным круглый год. Ключевая концепция — это восстановление природного ландшафта. Водный поток лаг снова течет по поверхности, как это было изначально задумано в проекте Олмстеда и Вокса. Это главные ландшафтные архитекторы Центрального парка Нью-Йорка. Поток долгое время проходил под землей, но сейчас появляются болота, островки, пешеходные дорожки, а зимой ледовая дорожка. Центральное здание почти не видно, так как утоплено в землю, имеет зеленую крышу и стеклянный фасад. Внутри раздевалки, кафе и общественное пространство. Проект соответствует всем принципам устойчивости, LEED Gold, с заботой о птицах, использованием местных материалов и так далее. Датская архитектурная студия MAST, которая в основном занимается проектами домов на воде, анонсировала свой новый проект самого масштабного в Европе плавучего живого квартала, который должен появиться в неиспользуемом доке Роттердама. Это не только архитектурный эксперимент, но и масштабное городское вмешательство, направленное на переосмысление городской среды у воды. Проект включает 100 доступных по цене жилых модулей, коммерческие пространства, озелененные крыши и общественные зоны. Все дома будут построены из CLT-панелей. Модульность, мобильность и экологическая составляющая делают этот подход особенно актуальным для прибрежных городов, которые подвержены изменению климата. Уникальной чертой проекта станет создание 900 квадратных метров плавучих камышей, которые станут естественным биофильтром от загрязнения, а также способствующие биоразнообразию и созданию среды для водоплавающих птиц и рыб. В Германии, в Брауншвейге, бывший склад преобразован в современный музыкальный центр по проекту датской студии Adept. Возможно, вы видели предыдущий проект этой студии. Здание сохраняет свою основную структуру, но меняет функцию. Теперь здесь будет концертный зал, музыкальная школа и общественные пространства. Архитекторы создали третье место – пространство для учебы, выступлений и встреч, где люди могут свободно общаться и наслаждаться музыкой. Концертный зал расположен на верхних этажах и спроектирован по традициям shoebox, обувной коробки с продуманной акустикой и изменяемыми потолочными элементами, чтобы зал подходил для разных видов исполнений. Внизу школа и гибкие пространства для репетиций и событий. Фасад здания получил новую скульптурную текстуру, которая отсылает к ритму и структуре старого склада, но делает здание более современным и открытым. Использование белого дерева и CLT-конструкций, что позволяет снизить углеродный след и добавить тепла в интерьер. Проект расположен в центре города между двумя площадями и благодаря прозрачным фасадам становится новым социальным центром. Это отличный пример адаптивного использования зданий, где старое и новое соединяются ради культуры, устойчивости и городской жизни. Скандал вокруг нового главного офиса НРК в Осло, главной государственной вещательной компании, один из крупнейших архитектурных конкурсов в Норвегии на строительство нового офиса НРК в Осло, обернулся юридическим конфликтом. Победителем был признан проект бюро Nordic при участии студий Arup и Rodeo. Однако два других участника, датское бюро Big и норвежская Link в сотрудничестве с Snahetta, оспаривают результаты. Студия Link даже подала в суд. Суть претензий. Nordic ранее в течение нескольких лет уже сотрудничала с НРК в качестве консультанта по будущему зданию, что, по мнению конкурентов, дало ей недопустимые преимущества. Также они утверждают, что доступ к информации был неравномерным, а сама процедура непрозрачной. БИК, например, ссылается на нарушение принципа обязанности заказчика информировать участников конкурса должным образом, а студия Link требует от суда приостановить заключение контракта, ссылаясь на отсутствие доступа к документации в отведенный срок. НРК же настаивает на том, что все происходило в рамках закона о государственных закупках, заявляет о готовности отвечать на запросы, но не комментирует ситуацию публично. Развитие же этой ситуации может повлиять как и на сам флагманский
проект, также и на все конкурсные проекты Норвегии или, в общем, Скандинавии, где прозрачность и равенство традиционно считаются незыблемыми. В парижском Вилла Ла-Роше, доме, построенном Ле Корбюзье и Пьером Жанере в 1925 году, открылась выставка бразильских художников, 4-я международная выставка бразильской арт-платформы Аберто. Пространство модернистского памятника приняли 40 работ бразильских художников и дизайнеров. Выставка подчеркивает влияние идей Корбюзье на бразильский модернизм и архитекторов вроде Оскара Немейра и Лусио Косты. Архивы, макеты и произведения искусства размещены с архитектурной логикой дома, использованы оригинальные крепления и сохранены ракурсы, задуманные самим Корбюзье. Куратор подчеркивает, выставка исследует, как Бразилия адаптировала европейский модернизм к своей культуре и климату, создав уникальный архитектурный язык. Интервью с японским архитектором Соо Фудзимото в преддвериях своей первой большой ретроспективе в Токийском музее Мори-Арт, которая будет проходить с июля по ноябрь. Соо Фудзимото делится размышлениями о своей карьере и философии. Его путь начался со скетчей в 1993 году, сейчас уже в цифровом формате. Делится своими скетчами, блокнотами, моделями, раскрывающими процесс разработки проектов. Фудзимото хотел изучать физику, но увлекся архитектурой под влиянием Гауди, Ле Корбюзье и Миса ван дер Роэ. Но в отличие от своих кумиров, он сознательно работает с природой, а не отделяя архитектуру от нее, стремясь стереть границы не только физические, но и социальные, философские. Например, в проектах House N или павильона Серпентайн показывает эту концепцию. Здания, вдохновленные лесами, пещерами и гнездами, создают ощущение открытости и естественности. Он считает, что современная архитектура должна возвращаться к идее локальности, понимать климат, материалы и культуру, чтобы заново соединить человека с природой. В этом смысле его работа не о технологической новизне, а о воссоздании утерянной связи архитектуры с окружающим миром. Раз уж речь зашла о главном архитекторе Экспо 2025 Соо Фудзимото, давайте поговорим про Экспо, а точнее о новой достопримечательности выставки, которая не сразу бросается в глаза. Это туалеты. Организаторы Экспо объявили конкурс среди молодых архитекторов до 40 лет на создание 20 общественных туалетов. Результат — смелые эксперименты с материалами и формами. Один из самых ярких проектов — это One Water от бюро Kuma and Elza. Здесь все посвящено воде, деревянная конструкция с дождевой системой сбора, открытая планировка и универсальные туалеты без гендерного деления. Проект Gorge от Аки Хамада Architecture напечатан на 3D принтере из земли, соломы и морских водорослей. Конструкция имитирует природные формы, словно вы находитесь в гнезде. Responsive Structure от Юсуки Комата. Это минималистичный павильон с дышащей крышей. Мембрана реагирует на ветер и жару, регулируя климат внутри. Mirage in Юмишима — это название острова Юмишима. От Pandegate Farm. Круглый павильон из поликарбоната и стали. Полупрозрачные волны фасада скрывают внутреннее пространство, пропуская свет. Garden for Юмишима от студии Group. Зигзагообразный сад с 13 гендерно-нейтральными кабинами. Все обрамлено оцинкованной сталью и волнистой крышей. И, наконец, Traces of Earth. Проект с использованием гигантских камней, добытых еще 400 лет назад для замка Осаки. Их вписали в современную структуру как несущие элементы. Эти проекты не просто удобство, а архитектурное высказывание, где даже самые утилитарные пространства становятся частью культурного высказывания. 4 приема Кенгакумы. На выставке Экспо 2025 японский архитектор Кенгакума спроектировал сразу 4 павильона, каждый из которых отражает ключевые принципы его подхода: тень, природные материалы, горизонтальность и культурную связанность. Во-первых, он создает полузакрытые пространства, чтобы защитить посетителя от жары и скуки, которые он сам когда-то испытывал на Экспо 70. Навесы из камыша и легкие мембраны обеспечивают прохладу и визуальную глубину. Во-вторых,
Кома использует пористые живые материалы, бамбук, дерево, солому. Павильоны Малайзии и Португалии словно дышат. Один обернут в бамбук, другой в тысячи канатов, отсылающих к теме моря. Третья особенность – горизонтальность. Его здания не стремятся доминировать, а как бы лежат на земле, как лодки или деревни. Это архитектура скромности и диалога с пространством. И, наконец, архитектура как посредник между культурами. Форма и материал выступают как носитель смысла, будь то камыш, объединяющий еду и стройку, или деревянный корабль, связывающий Японию и Катар. И последняя новость, скажем, статистика Экспо. На прошлой неделе, в пятницу, 23 мая, пришло более 139 тысяч человек. Это за один день, что побило дневной рекорд, установленный еще в первый день, на выставку. В тот день пришло более 124 тысяч человек. Общее число посетителей превысило на данный момент более 3,8 миллионов. Вместе с персоналом около 4,5. Но в общем до закрытия 13 октября планируется принять порядка 28 миллионов посетителей. Вот такое значимое событие. Большие потоки, но выставка растянута на полгода. Правда, проходит раз в 5 лет, но, в общем, как-то справляются. Естественно, есть и свои негативные последствия. Не все рады такому наплыву посетителей. Особенно это если весной проходил. Но сейчас весна заканчивается, наступает лето. Возможно, посетителей будет поменьше и как-то плавно это перетечет в одни примерные цифры. Хотя главный архитектор Соу Фудзимото устраивает выставку, и на нее тоже лучше приехать сразу же на несколько выставок. И как раз это начиная с июля можно уже тоже опять же приезжать в Японию, чтобы посещать несколько выставок сразу. Ну что ж, а я на этом пока закончу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих новостях.